улыбчивого всем настроения. Итак, я продолжаю вязать. Дальше у меня будет опять пчелка. У меня есть 2,5 клубочка желтой пряжи. Это все, что у меня есть из этого цвета. На желтый цвет у меня большие планы. Из них я хочу связать 2 пчелы, одного жирафика и еще одну к нему не погремушечку, а грызульку. Насколько мне хватит, я не знаю, но должно на все хватить. Сегодня у меня пчеленок. На этого пчеленка не очень много желтого цвета понадобится, поэтому я думаю, что мне на все хватит. Номер цвета желтого у меня 35, коричневый буду использовать 71. Пчеленок, пчела у меня будет вот такая. Описание бесплатное, в свободном доступе в интернете. Автор Виктория Макаревич. Описание есть в Инстаграме. Я оставлю ссылочку внизу под видео на это описание. Я его просмотрела полностью. Здесь не указано, что его нельзя распространять, копировать или делиться. Так что описание этой пчелки я оставлю внизу под видео. Автор Виктория Макаревич. Так. Сейчас я начинаю эту пчелочку и покажу вам уже заготовочки. Итак, я продолжаю вязать пчелку. Все детальки у меня связаны. Сейчас я вам покажу. Но для начала хотела сказать, что у меня параллельно с новыми игрушками все так же вяжутся мои обычные игрушки. Это в основном зайцы. Зайцев я не перестаю вязать. Здесь у меня сейчас готовых 4 зайчика. 2 мятных. Обожаю этот цвет. Один из самых популярных. Это 3 цвета у меня: лавандовый, розовый и мятный. Эти цвета заказывают постоянно. И эти цвета и в прошлом году были самые востребованные, и в этом году. Итак, 2 мятных зайца. И еще у меня связались 2 синих зайца. Этот цвет редко я вяжу, он прям такой ультра синий, ярко синий. Мне больше нравится вот такой цвет. Он, я бы назвала его джинсовым цветом. Такой не синий, не яркий, не броский, классный цвет, тоже из моих любимых, но заказывают его тоже очень редко. 2 зайчика еще в синих оттенках. Корзинку зайцев я вам показала. Я их продолжаю вязать параллельно с новыми игрушками, но при этом зайцы вяжу я постоянно. Переходим к пчелке. Пчелка у меня связалась из остатка желтого, который остался от прошлой пчелки. Мне его хватило. По факту у меня остается 2 желтых мотка. Это меня радует. Я надеюсь, на все то, что я задумала, на все у меня хватит. Итак, пчела. Вот такая основная деталька получилась. Это паричок, волосики. Кстати, очень интересно смотрится этот ободок. Он из воздушных петелек. Кто бы мог подумать, что это будет смотреться вот так вот оригинально. Так, дальше усики. Здесь я не оставляла нить для пришива, потому что деталька очень маленькая, очень мелкая.
И вот такой вот толстой ниточкой я просто не смогу пришить ее аккуратно. Поэтому усики я буду пришивать тонкой швейной ниточкой. Это будет намного красивее смотреться. Дальше ручки. Ручки пустые, по описанию они не наполняются. Так, дальше крылышки. Крылышки я сшила и сделала вот такую перемотку, как у прошлой пчелы. Мне понравилось, как это смотрится, поэтому я к этой пчелке тоже решила сделать в таком же варианте. И еще одна деталька — ножки. Вот такие ножки. У автора описание ножки заканчивается где-то вот здесь. И потом с открытыми петлями они пришиваются вот так впритык к телу. Вот так. Я решила довязать их до конца и пришить, как я обычно пришиваю, вот так сбоку, как у обычной игрушки. Не знаю, как это будет смотреться, но все мы увидим в процессе. Осталось мне только собрать и оформить пчелку, и она у меня уже будет готова. В принципе, весь процесс очень простой, все детальки абсолютно простые и элементарные. Ну, посмотрим, как она будет выглядеть в готовом виде. И еще маленький промежуточный вариант сборки. Я пришила уже волосики. Очень мне нравится, смотрится очень замечательно, знаете, так нежно-нежно, мило-мило, такие мелкие кудряшки, вот такие, мне очень понравились, я их уже пришила. Дальше примеряю ножки, ножки у меня будут такие неподвижные, в одном положении, и буду их пришивать вот так, чтобы пчелка сидела. У автора пчелка точно так же сидит, ножки у нее здесь тоже впереди. Но, знаете, я побоялась, что такие парные детали можно пришить как-то кривенько или неровно. И во избежание этого я сделала такие ножки, потому что такие ножки были у моих маленьких малышей, мишек, зайчиков. Они хорошо смотрелись, хорошо пришивались и хорошо сидели. Поэтому я решила не экспериментировать. Немножечко довязала ножки, продлила, как у автора. Вернее, как у автора, но я их немножечко довязала и продлила. И у меня получились вот такие ножки. Смотрится это вот так. Сейчас я пришью, и моя пчелка уже будет сидеть. Так, а ну-ка, примерить еще ручки. Ручки очень длинные, как по описанию. Ну, где-то будет вот так. Скорее всего, что будет моя пчелка смотреться. В принципе, выглядит неплохо, хорошо. Как вам? Мне нравится. Сейчас я буду пришивать и уже посмотрю, как моя пчелочка будет выглядеть в готовом виде. А, еще и рожечки есть. Так или так. Ну, я тоже думаю, что будет смотреться очень-очень миленько. Вот такая пчелка получилась у меня по описанию Виктории Макаревич. Пчелка замечательная, игрушечка небольшая, маленькая, компактная, ростом где-то 13 сантиметров без учета рожек. Вот так. Что хочу сказать. Игрушка несложная, простая, не занимает много времени, и это описание для начинающих. Начинающая вязальщица справится с этим, я думаю, без труда. Вот так она выглядит.
Вот так пчелка выглядит у меня сзади. Замечательная пчелка, маленькая, элементарная, простая, очень похожа на моих игрушечек сидячих мишек-зайчиков. Я когда-то вязала в таком же плане. Игрушка мне понравилась. Я хотела именно простую, небольшую. Это одна из таких игрушечек. Я очень рада, что я связала такую пчелку. Кому понравится, переходите, я оставлю ссылочку на описание автора внизу под видео, и вы тоже сможете связать вот такого пчеленка маленького. Чтобы я изменила, возможно, немножечко крылышки другой формы, потому что я их немножко растягивала. Мне не очень нравится, что они вот так лодочкой. Или так можно. Я бы хотела более прямые крылышки, но я их потянула вот так. То они смотрятся более ровнее. А в принципе так игрушечка замечательная. И я рада, что у меня есть теперь и такая пчелка. Дальше у меня снова будет пчелка, не похожая ни на первую, ни на вторую. Так что встретимся в следующем видео, и я буду вязать новую, замечательную, симпатичную пчелку. Спасибо, мои дорогие, что заглянули и сегодня ко мне в гости и провели это время со мной.